В этом году в рамках проекта Erasmus+, мы принимали волонтера Максима на целый год. Ну что ж, вот и подошел к концу мой год здесь, в Риге. Столько мы смогли сделать, столько чудес от Бога мы видели. Да, как быстро прошло время. Итак, вот небольшая часть из того, что у нас произошло. Следопыты организовали поездку на плотах. Мы сплавлялись по реке Гауя. 1 день, 3 рафта, 19 человек, большинство из которых дети. Бог нам подарил 2-дневную экскурсию со следопытами в Литву. О, мы с детьми там просто отрывались. У нас были тарзанки, качели, батут, баня. Мы катались на тракторе, видели дамбу, которые смастерили бобры. Также у нас была экскурсия в морской музей, и мы вживую видели дельфинарий и то, что там происходит. Было классное шоу с детьми, на самом деле. Сложно было заниматься организацией труда на этой неделе. Нужно было самому продумать задачи и сроки их выполнения, но это принесло мне хороший и такой жизненный важный опыт самодисциплины. У нас был викенд Альпы на краю земли. Мы провели очень крутое время вместе с друзьями и Богом, вдали от шумного города и суеты. Было очень классное время. Я посетил мероприятие EVS Story, где волонтеры могли рассказать о том, какой опыт они приобрели за время своего проекта здесь. У следопытов был выход на природу, мы учились спортивному ориентированию и научились находить места по карте и компасу. И также я прыгал с резинкой на банджи-джампинг. Был классный вечер. У нас был 3-дневный семинар для следопытов, и к нам приехал спикер из Австрии, и она рассказала очень много таких важных и практических вещей о том, насколько важно обучение для детей и как его лучше проводить. У меня был промежуточный 3-дневный тренинг для EVS волонтеров. Мы пошли в любознательный центр ЗИНу. У нас было свое здание, нам нужно было сделать собственный космолет или капсулу и безопасно доставить космонавта на Землю. Этим космонавтом было яйцо, и оно должно было упасть с высоты около 2 метров и не разбиться. Для реализации этого задания у нас было ограниченное количество ресурсов и наша фантазия. Слава богу, наш космонавт выжил. Это был крутой опыт. Было очень интересно, весело делать. Мы со следопытами ездили на экскурсию в Тарту, Эстония. Мы были в научно-развлекательном центре АХА, где видели очень много всяких разных крутых вещей, которых мы могли сами потыкать, поиграться с ними, потрогать и узнать, как оно работает. Было очень здорово. На следопытских занятиях мы делали мыло. В воскресенье мы с моим другом Феликсом и его семьей поехали на природу. Мы были в лесу и гуляли возле моря. И там вода сейчас холодная. И также потом мы пошли в природный парк Пи-Юра, и там видели большую такую поляну, там так красиво, такое поле и очень красивые пейзажи. А потом мы попали к лебедям, и там их кормили с рук. И так классно было. Хорошо, что я был в перчатках. И потом еще после всего этого мы в тот же день поехали еще в одну крепость, и там нагулялись, насмотрелись, и очень классно было. Спасибо Богу и моему другу Феликсу за то, что он вывел меня на природу. Ох, как это мне не хватало. Это так классно было погулять просто на природе. Я знаю, как делать мыло. Сейчас у нас идет активная подготовка мероприятий, так что нам некогда снимать видео. Пока! Максим в дневном центре Паудзис был много раз. Он рассказал про Украину. Когда Максим приехал, он показывал всякие интересные презентации. Об Украине много узнали, о горах, о одежде. Он включал нам гимн, делали картофельные блины. Помогли детям узнать, как им преодолеть и не попасть в угнетение
зависимостей. И играли в игры о зависимостях, которые очень пригодились. Мне понравилось, что иногда я выигрывал, иногда проигрывал. Еще интерактивно и очень интересно рассказал про Даниэла, который, я думаю, он стал уже для них героем, на которого можно равняться. Мне понравилось проводить время с Максимом. Вот, и мы с детьми очень рады, что дети узнали очень много нового. Конечно, международный волонтер – это большое приобретение. Благодаря тому, что это был человек со стороны абсолютно, это новые идеи. И второе – это культурный контекст. И дети, наша целевая аудитория, и молодежь могли познакомиться с другой культурой и увидеть многие вопросы под другим углом. Очень удачная была такая синергия между международным волонтером, который приехал с Украины, с другой стороны, и местными. Они учились друг через друга чему-то новому и могли вместе делать что-то больше. Он за этот год действительно успел сделать очень-очень много. В лице Максима мы приобрели наставника, мужчину. Мальчикам не хватает такого примера. Тут Максим пришел, и благодаря этому у него был хороший контакт с парнями, подростками. Это очень ценно. Также Максим был наставником в лагере. Он проводил еженедельные занятия в клубе следопытов с детьми, в дневном центре, по школам, и говорили о вреде курения, алкоголя, потреблении наркотиков, и говорили о здоровом образе жизни. Также Максим координировал организацию мероприятий таких особенных, как City Quest под названием «Крутой маршрут», семейные игры, координировал всю команду, более 20 волонтеров, и проводил и организовывал свой личный проект. Молодежный клуб – это новая для нас деятельность. Молодежь встречалась каждую неделю и обсуждали интересные, актуальные для молодежи темы. Мы очень много приобрели, мы рады. Супер! Что лично для меня дал этот проект? Много чего. Я приобрел большой багаж знаний и практического опыта. Пришлось побывать в самых разных обстоятельствах и ситуациях. Я работал с детьми, подростками и молодежью. Научился создавать полезные связи в обществе. Также я нашел таких крутых друзей здесь. Вообще просто. И большая благодарность Богу за то, что все это со мной произошло. Мы желаем Максиму новых успехов, чтобы этот проект для него был такой отправной точкой, чтобы он то, что научился, имел возможность применять на практике и развивался дальше. А нам желаем новых проектов, новых волонтеров и тоже роста. Все. Очень ценно было приобретение классное видео нарезка, я думаю, потом будет. Фейлов. Обязательно это нужно сделать в конце. Я приобрел большие практические знания во многих сферах, а именно в организации производства. Noklausīties ukraiņu himnu. Он включал нам гимн. Это очень круто. Так, ну как я выгляжу? Я развил телекоммуникации. Окей, завершение коммуникации скажу. Все было некрасиво, ужасно, будешь монтировать все. Да? Красиво надо смонтировать. И я так благодарен Иисусу за этот проект. Это просто вообще. Было очень классно. Очень классно.